Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжим делать наш гоночный болид на базе супердвигателя литрового от супербайка Yamaha R1. Вы знаете, ребята, конструктора Формулы-1, наверное, сейчас мне очень сильно завидуют. Не потому, что я сделаю лучше тачку, чем у них. Ну, конечно же, нет. А потому, что я абсолютно не стеснен никакими рамками. Могу делать все, что угодно, с любых материалов, как угодно, насколько мне хватит фантазии. Естественно, всему миру фантазии хватает гораздо больше. Но я вот как смогу, так и сделаю. Ну, как видите, упарываюсь по полной. Смотрите, еще две детали готово. Это уже действительно ступицы, на которых будут сидеть колеса. Потому что эти 4 детали относятся к противоположной стороне. То есть это будет вот так. Смотрите, как я облегчил. Здесь сделал под углом. Выпилил лишнее. Кстати, вот это все дает очень мало облегчения. К сожалению. Сделал также центрирующий поясок. Были у вас вопросы по этому поводу в прошлых видео. Ребята, ну конечно же будет поясок. О чем речь? Естественно, он будет. Это часть тормозного диска, я ее открутил. Вот смотрите, какая соосность болтов. Все-таки не перестает у людей бомбить. Считают вот это вот все, что я титановую болванку использовал, очень дорогую. И плюс перетираю ее безбожно в стружку, все облегчаю, экономлю граммы. В общем, ну не дает людям это покоя, не могут они спать спокойно. И я знаю почему, ребята. Потому что они точно так же хотели бы сделать. Но они понимают, что они не будут этого делать по каким-либо причинам. Либо они уже что-то сделали, но делали это с чернухи, с железа, очень тяжелое. Потом они удивились, сколько оно весит. Прикинули, что там полкилограмма сброс, там полкилограмма. Ничего бы не решил, там максимум на 10 килограмм бы облегчилось. И так они себя успокаивают. Поэтому на эти гневные комментарии, которые люди изъявляют желание написать, я абсолютно никак негативно не реагирую, потому что я знаю первоисточник. Они и сами хотели бы так сделать, но не делают. А я сделаю, ребята. Я сделаю, во-первых, на потеху публике, на утешение самого себя, потому что хочу сделать что-то хорошее. Ну и, естественно, для того, чтобы все конструктора болидов Формулы-1 мне завидовали. Вы знаете, что они тоже очень сильно упарываются по облегчению. И болиды весят в среднем где-то 380 килограмм. Но по регламенту они должны весить гораздо больше. То есть, по-моему, 700 килограмм полностью заправленная. Ну, там правила постоянно меняют. Там каждый год все по-новому. Поэтому я тут вдаваться не буду в эти тонкости. Ну, допустим, 700 килограмм. Ну, допустим, с пилотом и топливом. А болид они сделали 380 килограмм. Что же им делать? Где же брать остальные 320 килограмм? Ну, посадили пилота 80 килограмм. Залили топливо, там тоже по регламенту, по-моему, не больше 150 килограмм. Когда-то было в какие-то года. А остальной вес, ребята, они просто добирают просто металлом. Они, да, делают развесовку более хорошую, то есть наперед, назад поставят там лишний вес. Но это все равно лишний вес. Я не представляю, как бы эти болиды пуляли бы без довесовки. У меня, конечно, опять же, так пулять не будет. У меня не 1000 лошадей, не 600, а всего лишь 200. Но у меня вес будет чуть полегче, я думаю, чем 700 килограмм. Мягко так говоря. Ладно, ребята, закрыли эти вопросы. Можно теперь начинать и продолжать. Хочу познакомить вас с одним приобретением. Вот смотрите. Какая роскошь! Как я вам и обещал, будут стоять алюминиевые гайки. Каждая весит 20 грамм. Ее еще вот так можно почикать наполовину. И каждая будет весить 10 грамм. Ну, эти гайки очень хорошие, красивые. Они мне нравятся. Я там еще один дешевенький комплектик заказал. Возможно, для рекорда почикаю их. И будем гонять на нем. Далее, что еще из интересного? Вот смотрите, что. Оп. Да, мечта моя, чтобы такие подшипники стояли на колесах. Ну, так как я на вазовской комплектухе начал делать. Такие подшипники будут стоять на дифференциале.
Чуть далее я вам покажу чертеж, и вы поймете, почему так. Придется делать на подшипниках огромного диаметра. Они, кстати, весят немного. Говорят, сделай сначала так, вот так сделай, железное, а потом уже будешь облегчать делать вот так. Не, ребята, так это не работает. Не тешьте себя иллюзиями. Это работает только в этом порядке. Когда что-то начинаешь делать, у тебя супер энтузиазм. Тебе хочется вылизывать каждую деталь, делать ее прямо идеальную, прямо супер легкую, супер красивую. Но когда ты тачку уже сделал и на ней ездишь, ну никто не будет потом заморачиваться, облегчать. Тем более он посчитает, что там, ну, минус 10 килограмм, нафиг оно мне надо, какая-то ерунда, ничего не даст. Ну так это и работает. Если хочешь что-то сделать хорошее, делай это сразу. Раз. Вот, не влезает в кадр, вот. Это титановый пруд. Всех интересуют цены. Купил я его то ли за 5, то ли за 6 тысяч рублей, уже не помню. Этот титановый пруд пойдет на шпильки. Шпильки будут вставляться вот сюда. И получается их надо 8 и еще раз 8, 16 штук. Ну что ж, а вот и чертежи. Продолжаю заниматься этим делом дома. Вот уже начал рисовать заднюю подвеску. Не знаю, друзья, мне вот как-то старая школа больше импонирует, чем использовать саппор, программы моделирования 3D. Я это немножечко умею делать, но я вот все-таки никак не пойму, как мне взаимодействовать так оперативно. Потому что, как вы говорите, что это сильно ускоряет процесс, ну, не знаю. Я, прежде чем вот это нарисовать, очень много думал, очень много размышлял. А сама отрисовка занимает, ну, здесь 0,5%, наверное, всего этого времени, а то и меньше. То есть вот это задняя часть, задний мост с дифференциалом. Расположение тех самых подшипников. Вот они. То есть, когда есть какое-то разделение, кто-то думает, как надо, а кто-то просто отрисовывает, делает, может быть с сапром быстрее. Вот. Но так как я здесь и думаю, и черчу, и рисую, и делаю все сам, то у меня этот процесс в принципе затяжной. Вот он мотор, ребят. Пока что на данный момент хочу сделать раму во Fusion. Вот когда у меня все вот это будет готово, или начерчено, или просто готово, я хочу это скомпоновать, сделать раму. А для чего? Именно для того, чтобы можно было сделать крепление ушей на стапеле, все это вырезать или на лазере, или еще где-то. Ну, так будет просто точнее. В данном случае действительно это выгодно. Ну, а пока вот черчу черными чернилами чертеж, ребята. Вот здесь дифференциал. Здесь у нас шрусы. Здесь получается корпус дифференциала. Это будет крупная токарка. Сверху он вот так проходит между гранат. Большие подшипники стоят большого диаметра, чтобы граната внутри подшипника проходила. Здесь сайлентблоки. Здесь сальники, чтобы масло не выходило. Ну, в общем, машинка будет с дифференциалом как положено. Это элементы двигателя. Вот и вот. Это, так сказать, высота от пола. 5 сантиметров получается. Я заложил. Вот. Ну, двигатель чуть выше, 6 сантиметров. Я еще на днище здесь оставил немножко. И защита двигателя. Низкая тачка будет, очень низкая. Но зато валить должна жестко. Короче, ребята, мой посыл такой. Не тешьте себя иллюзиями, что с современными технологиями 3D-моделирования уже и думать абсолютно не надо. Все сильно быстрее, проще. Ничего подобного. Все равно приходится придумывать все самому. Ну а программки лишь помогают автоматизировать процесс там, где он есть. Мне все равно приходится очень много думать, прежде чем нарисовать черточку одну. Нужно подбирать болванки, у меня нет особого разнообразия в этом плане. Мне нужно знать, смогу ли я это сделать. Я не могу моделировать вот просто как хочу. Мне нужно иметь возможность это воплотить в жизнь. И еще вам такой маленький пример. На Луну летали без всяких сапров, ребята.
А вот с сапрами почему-то до Луны никак не могут долететь во второй раз. Ну, наверное, супертехнологии упрощают жизнь вот эти вот. Наверное, да. Я очень много думал об этом, почему так, но ответа так и не нашел. По идее, действительно, должно быть все проще, быстрее, дешевле. Но нет, видите, сейчас не летают ни на Луну, никуда не летают. И вряд ли куда-то будут летать. Ну, я имею в виду к звездам, там куда-нибудь чуть подальше. Луну мы уже все видели, хватит. Предварительно готовлю базу. Надо обточить пруток, он кривой. Надо подвыровнять. На максимально возможную длину. Отрезал кусочек. Несколько приемов будет производиться обработка. Работа нудная, но надо сделать. Металл вязкий. Титан ВТ-1.0. Делаю промежуточный вариант. Идет высокоточная обработка по УЦИ. Как обычно, для ускорения процесса разбиваю на операции. Делаю пока что вот такие заготовки с двух сторон. Сразу 6 штук. Потом резьба, потом отрезать и потом все заново. Так можно сделать максимально быстро, друзья. Таким способом. Все, друзья, в этой коробке, собственно, все изготовленные мною детали. Пришло время собрать ступицы и закрыть этот вопрос. Смотрите, какая роскошь. Какими-то просто титаническими усилиями, да еще с помощью друга, мне удалось выточить недостающие детали. Это шпильки для колес. Титановые. В итоге, получается, удается сэкономить 20 грамм веса с каждой вот такой детали вместе с гайкой. То есть заводской железный болт, он весит на 20 грамм больше, чем вот этот вот набор. На чужом станке работать. Приходится допиливать детали. Немножко не учел. Должна быть ступенька, чтобы не проворачивались болты. Неужели соберется сейчас, а? Куда она денется? Идет? Идет. Нормально или Отлично. плохо? Отлично. Там у меня в одном этом в Она конце. вообще да, не дергается. О, пошло дергаться? Нет, я просто поправить, чтобы не закусить ничего. И подставлю, короче, Я тарелочку. испугался. Ну да. Не, все нормально. Вот она. У меня там тарелочка. в одном месте я немножко уплотнил в конце, поэтому я боюсь. Мне кажется, этот точно вклинить должен. О, просадил. Нет. Чё? Не просадил. Не просадил? О! Все. Тоже тонну даванул. Да. Я таки что, умею делать посадки под подшипники или А что? то, ну так у тебя по настроению. Итак, шпильки успешно посажены. Так. Вот так это выглядит. Есть даже фиксатор. Фиксация. Новое слово. Фиксация. Вот. И все, прокручиваться не будут ни при каких обстоятельствах. Упираются об стенку вот здесь. Ну а тут на каждом болту, на каждой шпильке сделана проточка. Все, теперь, друзья, можно соединять вот эти две детали. Вот эту и вот эту. Будем Фиксация с гравицатором. прессовать фиксатор с гравицатором. Там, короче, вот так. Сейчас раз, и зазора нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Все? Да. А, что, да, давай, дави еще.
Все. Все. Я же говорю, Всё. да, все. Зазор просто маленький. Глянь, какой зазор. Вообще. Ну что ж, друзья, можно порадоваться. Ступицы полностью готовы. Все 4 штуки. Передние полностью титановые. Эта деталь. Шпильки титановые. Ну а гайки алюминиевые. То есть это уже мелочевочка пошла. Задние, они не полностью титановые. Дело в том, что я все-таки не захотел возиться со шлицами. Делать их заново в титане. Да и плюс закончилась титановая болванка. То есть у меня ее хватило всего лишь на 6 деталей. А тут по факту нужно было бы на 8. Ну ничего страшного. В весе мы сильно не проиграли, потому что это титановая. Эта стальная деталь, она облегченная. Стоят опять же титановые шпильки, алюминиевые гайки. И обратите внимание, как необычно выглядит стальная деталь. Это гальваническое покрытие. Можно было сделать разных цветов, но я остановился на желтеньком. И как хорошо оно гармонирует с гайками. Это просто вообще с ума сойти, как круто выглядит. Сделали у друзей, ребята. Так что теперь у меня выход, можно сказать, есть на гальванику. И, наверное, все железные детали мы будем гальванизировать. Так, вес заводской детали в сборе с, опять же, болтами стальными. 2800, то есть 2 килограмма 800 грамм. Смотрим, сколько весит вот это. Это аналогичный формат, то есть ни тут нет шлицов. Там 2800, здесь кило 600. То есть с каждого переднего колеса мы экономим 1,2 килограмма. Вот так. Это по передней оси. По задней чуть похуже. Потому что стальную деталь я облегчил всего лишь на 300 грамм. Ну а вот эту я облегчил на 500 грамм. То есть здесь выгода 800 грамм. Ну опять же, не с чем сравнить, нечего показать вам, друзья. Ну вот результат налицо. Там кило 600, здесь на 300 грамм больше. Кило 900. А так бы оно бы весило бы, ну тоже где-то 2,5 килограмма плюс болты, которые 300 грамм бы весили. И сколько бы это было бы? 2 800, точно так же. То есть итого в сумме со всех 4 колес мы экономим 4 килограмма массы неподрессоренной. Кто в теме, тот знает, что неподрессоренные массы надо очень хорошо экономить. Бытует даже такая формула в народе, что 1 килограмм неподрессоренной массы, он как бы экономит 10 килограмм подрессоренной. То есть мы по такой формуле сэкономили 40 килограмм уже. Вот как-то так. Ну, на колесах я там тоже очень жестко с этими магниевыми дисками экономлю. Напишите в комментариях, друзья, как вам такие детали. Как вам вообще такой подход? Стоит ли так упарываться? Или все-таки надо было просто обычное железо поставить, вазовское, и не париться? У меня на этом все, как вы понимаете. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лойсом. Всем пока, до новых встреч, ребята. Жду вас в комментах. И подшипнички здесь бодрые. Все СКФ, все 4. Ай!